Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Сегодня предлагаю вашему вниманию онлайн-гадание на картах Таро. Что с ним происходит сейчас, сегодня из-за вас? Это онлайн-гадание на мужчину, на любовь, на отношения, мысли, чувства, действия и планы. И посмотрим, что будет выходить из потокового чтения. И что расскажут карты Таро в потоке. Настраивайтесь на себя, свою ситуацию, на своего мужчину, на своего любимого человека. И посмотрим. Давайте начнем с того, что посмотрим как ситуацию, что происходит в ваших отношениях здесь и сейчас, чтобы вы понимали, ваш это расклад или может быть что-то видели со стороны. Первая карта, которая открывает сегодня наш расклад, карта мистерии или тайны. Как минимум вы чувствуете, что что-то не то или что-то есть, какая-то тайна. Хотите в чем-то разобраться в этих отношениях. В общем, отношения ваши никак нельзя назвать обычными, они таинственные или мистические, мистерии, наполнены загадками какими-то, да. Следующая карта – магия. Возможно, вы подозреваете, что в ваших отношениях вмешивается магия. А возможно, ваши отношения представляют вот такой какой-то поток загадки, магии, мистерии, может быть мистики, может быть они в позитивном ключе магические, мистические, может быть они жуткие, да, вот как бы жутко магические, жутко мистические. Есть Луна, центральная карта. В общем, давайте так скажу, такая комбинация, что вот кто пришел на расклад, уже первые три карты, или у вас была ситуация, да, или эпизод с магией, да, вот какой-то с мистикой, или вы предчувствуете это, потому что Луна, центральная карта, по сути, как бы предчувствие того, что что-то тут не так. Не обязательно это магия, да, но, возможно, кто-то применяет какую-то энергию или ваши силы, которые вы прикладываете к этим отношениям, уходят либо в тень, либо уходят в никуда, да, то есть вы прикладываете силы, а их не видно. И, может быть, кто-то таинственным образом что-то чувствует в этих отношениях, вы или ваш партнер, да. Но, тем не менее, возможно, вы и друзья, хорошие друзья в этих отношениях, но, может быть, кто-то из друзей, и вы чувствуете, что кто-то из друзей, прикидывается другом, да, а на самом деле, может быть, он и не сильно друг, но вы подозреваете, можете подозревать кого-то в верности, в неверности. Поведение, может быть, вас обоих, а может быть, вашего партнера совсем непредсказуемое. Но тут, учитывая то, что он как бы и бутыль держит, да, то есть периодически сходит с ума, может быть выпивает, может ведет себя неадекватно партнер и постоянно преподносит какие-то такие фокусы, какие-то номера такие, да, и может быть действует себя то по-дружески, то неадекватно. Допустим, на полную луну он сходит с ума, в новолуние он становится тихий и спокойный, да, то есть как будто бы он бешеный, да, становится. И последняя здесь карта тени. Что-то есть, какая-то нечистая сила. Может быть из-за магии, может быть партнер не контролирует свою энергию. В общем, кто на раскладе? На раскладе человек, который чувствует, что в отношениях есть какая-то тень, есть какая-то, может быть, нечистая, может быть, неадекватность партнера, и, возможно, кто-то может из друзей, может быть, наоборот, из врагов, да, враги здесь, вот так враги, вот так друзья. Может быть воздействие магии на ваши отношения. Такое, как бы отношения нестабильные, а почему?
Есть какая-то тень, и магия это или просто энергия друзей, которые хотят дружить против вас, да, совсем непонятно. Ну, давайте посмотрим, какая же тайна пронизывает эти отношения, или что за тайна, или какую тайну вы знаете или не знаете, да. Ну, здесь есть женщина, да, женщина это как тайна, да, то есть в тайне на ваши отношения может влиять женщина. Давайте смотреть. Если это магия, то что эта магия делает с вашими отношениями? Ну, жаба, она может быть двоякая. Либо это магия, да, как будто бы душит ваши отношения, давит, но либо улучшает их. Ну, тут уже смотрите по своей ситуации. Жаба обычно на плодородие, с одной стороны, ну а с другой стороны, когда это по магии, то это как бы ухудшение. Поэтому эта магия либо делает ваши отношения богатыми, ну, насыщает их, да, либо пытается кто-то забрать себе то, что ему не принадлежит. Но это забирают, естественно, у кого? У вас, да, вот так. Что спрятано в тени Луны, чего вы не знаете, но вы это предчувствуете. А вы знаете, что не знаете, что есть что-то темное, но предчувствуете эту темноту, то есть вы тьму чувствуете. То есть, ну да, здесь есть, скорее всего, что-то нечистое, и, возможно, вы это уже перебороли. Ну, не знаю, делали обряды, например, магические, да. Но либо боретесь с этим, либо будете бороться, да. Что собака? Давайте посмотрим, верен ли вам партнер. Черный человек. Нельзя сказать однозначно, что ваш партнер вам верен. Почему? Потому что он что-то скрывает в темноте. Но в каком-то аспекте он может быть и не верен. То есть сказать, что эта собака, да, вот она прямо полностью адекватная, нет, с ней нужно быть осторожным. И кто бы это ни был, ваш партнер или ваши друзья, или кто-то из вашего окружения, как говорится, это черный человек, соответственно, это черный пес. Или это пес, у которого черное небо, или он потенциально опасен, но даже если мы посмотрим на этого пса, это ротвейлер, по-моему, насколько я помню, да, а ротвейлер достаточно опасная собака, ну, то есть... Честен ли он с вами или предан ли он вам? Да, с одной стороны, да. Но есть некий момент, с которым стоит разобраться, где этот человек может вас подвести, да, так как говорится. Хорошо. Этот Джокер, это о чем? Это хаос, это безумие, это линии судьбы. Это зависимость. О чем этот Джокер? Почему он такой непредсказуемый? Или почему все так непредсказуемо в ваших отношениях? Да? Смотрите, это сила, карта силы. Но мужчина здесь пытается быть честным таким образом, откровенным таким образом. И мужчина так пытается показать свою силу. Почему? Не знаю. Давайте посмотрим, что в тени, чего вы не замечаете. Да, но вы, вот, может быть, не знаете о тьме, но чего не замечаете. Но вы не замечаете кого-то в вашем окружении. Вы не замечаете кого-то в вашем окружении, но это не обязательно плохо. Ну или не обязательно плохой человек. Сад обычно очень хорошая карта, и я бы так сказал, что вы не замечаете в своем окружении какого-то хорошего человека, хорошего мужчину, или может быть этот мужчина может быть хорошим, а может быть это другой мужчина абсолютно, да. Ну и, возможно, вы не замечаете обратной стороны этого человека. Давайте посмотрим. Эта женщина таинственным образом, она что? Она как здесь? Эта женщина таинственным образом является птицей Феникс и перезагружает эти отношения. Возможно, для нее это и хорошо, и надо смотреть, для вас это хорошо или нет. То есть есть некая таинственная женщина, которая пытается перезагрузить или возобновить эти отношения. Да? Ну, может, она для себя это хочет сделать.
Как отображается жаба на ваших отношениях? Она помогает или вредит? Ну, соответственно, и магия. Эта жаба на отношениях, особенно если это магия, не приносит легкости в отношениях, создает трудности и вносит либо опасность, либо риски, либо препятствия в ваши отношения. Что во тьме или что из тьмы смотрит на ваши отношения? А из тьмы смотрят на ваши отношения призраки прошлого или призраки настоящего. Кто этот призрак? Решайте сами, расклад общий. Давайте посмотрим, в чем может быть ненадежен этот друг, да, этот пес. Ну, он может быть инфантилен, и когда нужна будет сила, он будет не кусать, да, не помогать вам, а философствовать, разглагольствовать или окажется слабым там, где нужно быть сильным. То есть черное окажется белым или белое окажется черным. Когда нужна будет злость, он будет добр, а когда нужно быть добрым, он будет злым. Ну, то есть он сыграет обратную какую-то сторону, да. Хорошо. Опасен ли король мечей? Опасен ли мужчина, который на службе? Опасен ли мужчина, который ведет себя неадекватно? Ну, тут уже нужно смотреть, что чувствует женщина, как она его чувствует и какие сны видит женщина. Если женщина видит плохие сны, страшные сны, то, наверное, мужчина опасен. Если этих снов у женщины нет, и женщина не чувствует опасности, значит, все нормально. Человек или кто-то из вашего окружения, тень, да, это тень, она вам помогает или вредит, она опасна или за вас. Человек из вашего окружения может быть для вас опасен, и он в тени, он скрывается, и, возможно, вы его не замечаете. И то, что мы предположили, что этот мужчина или этот человек может быть хороший, но, скорее всего, если даже он и хороший, то ему кто-то вредит. А если он плохой, то, наверное, этот человек из тени, возможно, вредит вам обоим в этих отношениях. Готов ли загаданный мужчина перезагружать эти отношения, ваши отношения? Готов ли он к переменам? Да, готов, или может быть готов, или может рискнуть на эти перемены. Что именно мешает ему для того, чтобы быть вот таким готовым? Ему мешает защита от тьмы, то есть ему не хватает защиты от светлых сил, от темных сил светлыми. То есть, по сути, сфинкс всегда защищает, да, и, по сути, ему не хватает энергетической защиты от темных сил. Что за призрак преследует вас или ваши отношения? Призрак, который является, может быть, и не самым плохим здесь, но он идет по плохим картам. Но как минимум призрак этот влияет на сердце вашего партнера и, возможно, на ваше сердце. Но, как минимум, это призрак любви и призрак чувств, да, то есть он и влияет на любовь и на чувства. Единорог. Какие предчувствия и, может быть, какие ощущения у загаданного партнера вами по поводу этих отношений? Ощущения, не чувства к вам. У него такие ощущения, что эти отношения можно и нужно продолжать. Но, возможно, он не всегда понимает, как это делать, и у него есть ощущение, что он очень многого не знает. Вот давайте посмотрим, чего именно он не знает о вас. А он не знает, что вы умеете хранить тайны, хранить молчание, и, возможно, он думает, что вы,
Но, знаете, вот есть люди, которым что-то скажешь, они обязательно разбалаболят, да, расскажут. Но вот он не знает, что вы умеете хранить тайны. Он думает, что вы балабол, да, вот так. Ну, или любите говорить. Хорошо. Давайте все-таки спросим, кто из окружения может вредить вам? Вот эти куклы Вуду из окружения, откуда они берутся и почему? Во-первых, этот человек из окружения связан с судьбой. Кто? Ну, веретено обычно оно, да? Это может и женщина, и мужчина быть. Но он как-то связан с вами судьбой и, возможно, влияет на судьбу этих отношений. Я не могу сказать, кто это больше, но обычно веретено это женская карта, да. Но, скорее всего, женщина. Но она же и выпадала здесь логично, и с веретеном обычно имеют дела женщины. А будет ли у вас встреча в скором времени с загаданным мужчиной? Да, возможно, зима, зимний период. Но это может быть и декабрь, и январь, и февраль, декабрь закончился уже, да, значит, соответственно, январь. Ну, а если в январе нет, то февраль, зимний месяц, мечи. Хорошо. Какая чакра пробивается или пробита у загаданного мужчины? Это две последние чакры. Аджна и Сахасрара. Это разум, это голова всегда. Может быть еще и пробита чакра первая, самая Муладхара. Почему? Потому что все-таки ноги здесь есть. Давайте так, первая, шестая и седьмая, скорее всего. Поэтому это негатив в действиях, в поступках и в мышлении. Любит ли вас загаданный мужчина, загаданный человек? Давайте так, это можно назвать любовью, но это созависимость, к сожалению. Да, но, да, любит, но и зависит, созависит. Что должно открыться в этих отношениях? Должна открыться правда, и кто-то должен снять маску. Ну, давайте более подробно. Какая тайна откроется, да? Какая тайна откроется? Тайна откроется в ритуале. Кто-то магичит, химичит, алхимичит и, возможно, мешает магии в этих отношениях. Ну, давайте посмотрим по веретену, что откроет веретено, какие связи и как влияет этот влиятель на вашу судьбу ваших отношений. Делает затмение, поэтому в вашем окружении явно есть, скорее всего, женщина, которая влияет на судьбу в ваших отношениях, ну, как минимум, может влиять на поведение мужчины, делать его неадекватным, хотя мужчина вас любит. Иногда, может быть, и привирает где-то, но очень скоро вы узнаете правду о нем, о женщине и о том, что его связывает женщина и как это его связывает. Что он думает о вас сегодня? Его мысли о вас, как о какой-то проблеме, от которой он хотел бы избавиться. Но он бы не хотел, чтобы вы разговаривали много о нем, чтобы вы его обсуждали, чтобы вы о нем сплетничали. На данный момент он не очень позитивно о вас думает, не очень хорошего мнения, но это мнение о вас и мысли о вас, они могут быть навеяны тем негативом, да, тут очень много негативных карт сегодня выпало, который может транслироваться из-за того, что у него пробой в первой чакре, в шестой чакре и в седьмой, да, первая, шестая, седьмая у него явно пробиты. В чем он заблуждается по поводу вас? Его заблуждение по поводу вас. Он считает, что он умнее, а вы легкомысленны. И вот здесь-то он заблуждается. Вы намного более глубокие и мудры, чем ему кажется. И он заблуждается, возможно, что эти отношения можно перезагрузить. Но это, скорее всего, из-за того, что кто-то пытается перезагрузить эти отношения в другую сторону. Вот есть паук, и здесь паук как будто бы ловушка. В
в чем его ловушка, ну, в его ситуации, где он попал в ловушку, да. Ну, здесь ловушка, здесь как тяжелое испытание и как крест. А крест здесь получается так, что его ловушка, что чем он больше хочет улучшить эти отношения, тем эти отношения становятся более сложными. И у вас это может быть зеркально. То есть вы можете хотеть улучшать эти отношения, а они наоборот усложняются. Что под маской у этого человека? Под маской у этого человека легкость и перерождение. Поэтому, да, у него может быть много темного, но и очень много хорошего. Под маской этого человека скрывается душа, бабочка, но открыть эту душу является тяжелым испытанием. Обряды, ритуалы, которые могут быть, что они дадут вам? Они могут принести вам успех с загаданным мужчиной, они могут вам дать мужчину, и обряды, ритуалы на мужчину и связанные с мужчиной здесь были бы неплохи в этой вашей ситуации. После затмения, после обрядов, ритуалов, что ждет вас? Ну, будет больше свободного воздуха, будет больше ясности, меньше напряжения, больше понимания с мужчиной, особенно с королем трефовым, королем пиковым. Ну, и какие еще здесь короли, пока больше никаких я не видел. Хорошо, смотрите, вот чистка. И если вы уже делали чистку на мужчину, как она прошла? Она прошла неплохо, и можете повторять, особенно если после чистки вы еще не делали отвязку. Целитель, ваш целитель в этой ситуации, если он есть или был, как он вам помогает? Но здесь по-разному. Целитель может работать у вас и с темной энергией, и со светлой энергией. Но, в принципе, он может и хорошо помогать, и хорошо не помогать. Оборотень такая карта, она двойная, поэтому он может быть и хорош, и плох. Тут и так может быть. Поможет ли он вам в конечном итоге? Давайте просто спросим, раз так и так может быть. Да, если будете продолжать заниматься тем, что уже начали, если не остановите процесс. Будете ли вы вместе в этих отношениях? Земля вполне возможно, и это вполне реально. Джентльмен, ваш ли это мужчина по судьбе? Вполне это возможно, и союз, официальный союз с этим мужчиной у вас возможен. Да, и вероятность высокая. Тучи. Зачем вы здесь на этом раскладе? Что вы хотите прояснить? Вы хотите прояснить ясность для себя, ясность у мужчине. Прояснить мужчину, ваш ли этот мужчина по судьбе, будете ли вы вместе, можете ли вы быть вместе. И эта карта говорит о том, что у вас все может проясниться, у вас все может получиться, особенно если вы работаете над разблокировкой Солнца, убиранием облаков и убиранием затмения. То есть, особенно если вы работаете в магическом, мистическом ключе, боретесь за эти отношения, в том числе с помощью магии. Ваш мужчина действительно находится под воздействием, и если вы прилагаете усилия по его разблокировке, то, скорее всего, у вас все получится, чего искренне вам желаю. Мира вам і вашому міру. Лишайтесь на зв'язку. Побачимось, почуємось. Па-па.